Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! И в этом видео мы с вами приготовим вот такой красивый осенний пирог. Я покажу вам, как просто сделать такую красоту без всяких формочек. И осенний он не только потому, что мы его украсили кленовым листочком. Для начинки мы будем использовать тыкву, творог и изюм. И если честно, на этот раз я решила поэкспериментировать с начинкой, и получилось очень вкусно. Поэтому я решила поделиться этой идеей с вами. Так что пойдемте готовить вместе. Беру обычный картонный лист и вот такой красивый кленовый лист, который я нашла под деревом. И копирую его по контуру. И чтобы он был такой ровненький, я подержала его полдня под прессом. Нарисовала его на картонке и теперь вырезаю. И теперь этот листочек мы будем использовать как трафарет для нашего пирога. А теперь приготовим начинку. Беру кусочек тыквы в 220-250 грамм и натираю на мелкой терке. Дальше нам понадобится 500 грамм рикотты. Добавляю 2 столовые ложки сахара и 2 яйца. И хорошенько перемешиваю. И в эту массу добавляю тертую тыкву. Хорошенько перемешиваю, и наша начинка готова. Вот такая начинка у нас должна получиться. Откладываем в сторону и перейдем к приготовлению теста. И для этого рецепта нам понадобится 2 яйца, 100 грамм сахара, 80 грамм растительного масла, пол-пакетика разрыхлителя, это где-то 7-8 грамм, и 320 грамм муки. Сначала смешиваю яйца с сахаром. И еще я решила добавить пакетик ванильного сахара. Немного взбиваю. Затем добавляю растительное масло. Растительное масло берите без запаха. Затем разрыхлитель смешиваю с мукой. И добавляю в несколько этапов. В конце тесто замешиваю руками. Пока не получится вот такое мягенькое тесто. Затем беру форму для выпекания и смазываю сливочным маслом. Моя форма диаметром 30 сантиметров. И присыпаю мукой. Небольшую часть теста откладываю в сторону для украшения, а остальное распределяю по форме. Края стараемся сформировать как можно повыше, чтобы поместить всю нашу начинку. Примерно вот так. А теперь половину нашей начинки добавляем на пирог. И хорошенько распределяем по всей поверхности. А теперь берем изюм и посыпаем сверху. Изюм я замочила в горячей воде на 10 минут и просушила. Количество изюма добавляйте на ваш вкус.
И сверху покрываем оставшейся творожной начинкой. А теперь украсим. На пергаментную бумагу насыпаю немного муки и затем раскатываю оставшуюся часть теста. Если нужно, присыпаю тесто мукой. И сейчас берем наш листочек, выкладываем на тесто и острым ножом аккуратненько вырезаем по контуру. Удаляем ненужные части и, если нужно, аккуратненько поправляем ножом контур. И вот такой красивый листочек из теста у нас получился. Убираю его на некоторое время в холодильник, пусть тесто затвердеет. А из оставшегося теста мы сформируем что-то типа косички и украсим край пирога. Раскатываю тесто в тонкий жгут, складываю вдвое и перекручиваю. Нужно делать очень аккуратно, тесто мягкое и легко может порваться. Если тесто порвалось, ничего страшного, сделайте в несколько этапов. Закрутили в такой жгутик, а теперь выложим по краю нашего пирога. Как видите, я тоже это делала в несколько этапов. И теперь посерединке выкладываем наш листочек. Вы можете и так оставить, а я еще накручу тоненькие полосочки и создам прожилки на нашем листочке, чтобы это смотрелось еще красивее. И выложу их сверху. И вот такая красота у нас получилась. И у меня оставалось еще немного теста, я решила накрутить маленькие шарики и выложить по кругу пирога. А теперь беру вилочку и слегка приминаю края. Это выровняет немного край пирога и придаст легкий узор. И вот такая красота у нас получилась. Теперь можно отправлять в духовку. Духовку предварительно разогреваю на 180 градусов и выпекаю примерно 30-40 минут. Все зависит от особенностей вашей духовки. И вот такой красивый осенний пирог у нас получился. Ну а какой вкусный, пальчики оближешь. Рассыпчатое песочное тесто отлично сочетается с творожной начинкой, тыквой и изюмом. Такую выпечку к чаю точно все оценят, да еще и такой красивый. Давайте покажу и в разрезе. Пирог отлично пропекся, и смотрите, сколько начинки. И как это выглядит аппетитно, правда? С удовольствием поделилась с вами этой идеей. Ну а вам спасибо, что провели это время со мной. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать мои новые видео. И я думаю, лайк за такую красоту будет заслуженным. Ну и, конечно, жду вас в комментариях. До скорой встречи!